Приветствую вас, мои ласточки, с вами Алла Касаткина, и сегодня мы поговорим о том, как спасти отношения, если они испортились после рождения ребенка. И вообще, почему это происходит. Когда женщина понимает, что происходит внутри, ей легче менять ситуацию, легче перестраивать отношения, потому что для нее хотя бы есть какая-то предсказуемость, и она может найти для себя те точки опоры, которые ей помогут разрулить эту ситуацию в пользу для себя и для отношений. Что происходит чаще всего, когда отношения с мужем портятся именно из-за рождения ребенка? Первое. Мои дорогие, у меня неприятная для вас новость. Вы слишком влетели в мамство. В каком плане? Не в том плане, что вы родили ребенка и заботитесь о нем, а в том плане, что вы родили ребенка и считаете, что этот ребенок только ваш, и только вы отвечаете за этого ребенка. Мужчина в этой ситуации чувствует себя использованным и выброшенным на обочину. Я должен в зубах приносить деньги, чтобы вот этому маленькому орущему кусочку мяса хватало внимания, хватало удобства. Я себе должен ограничивать, отказывать в чем-то. Моя женщина отвернулась от меня и сосредоточена вся на этом комочке, а я поучаствовал, меня использовали и забыли. И мужчина начинает, либо искать себе приключения на стороне, либо начинает просто откровенно игнорировать женщину, ее интересы и все тому подобное. Скажу сразу, для тех, кто смотрит видео наперед, в смысле с расчетом на будущее, для того, чтобы этого не случалось, к рождению ребенка лучше готовиться вместе с мужчиной во время беременности уже. Лучше уже договариваться во время беременности, кто может в чем участвовать, кто что будет делать, как мы будем пеленать, как купать, учить мужчину, в том числе и пеленать, и купать ребенка, то есть чтобы мужчина понимал, что он будет полезен. Не он выступил донором спермы и теперь остался кошельком на ножках, а он активно участвует с первых дней, потому что когда-то мои друзья-мужчины со мной делились своими вот такими разочарованиями, говорит, как так, он растет, ладно, будет ему лет 5-6, я буду понимать, что с ним делать, а вот сейчас я только кошельком участвую, и все, это не для меня. Но когда женщина с первых дней привлекает мужчину к участию в заботе о ребенке, погулять, выйти с коляской, перепеленать, покормить, поддержать, еще чего-нибудь сделать, мужчина ощущает себя полезным. Он понимает, что это новый член семьи. Не он меня отодвинул от моей женщины и загреб все ее внимание, а я остался обделенный и никому не нужный. А я полезен, я здесь тоже важный. И когда вы устаете, когда вы плохо спите ночами, говорите своему мужчине, что вам плохо, что вам нужна его помощь. Привлекайте, говорите об этом. Я устала, я хочу отдохнуть, помоги мне сделать то. Пусть он делает, допустим, если он даже боится подходить к ребенку, держать его на руках и все тому подобное, пусть помогает по дому. Посильная работа в доме есть всегда. Но если вы будете воображать себя бессмертным пони, простите, пожалуйста, но вас ждет развал семьи, и отвратительные отношения даже с собственным ребенком, которого вы сейчас боготворите. Почему? Потому что тогда он будет вам напоминать, что именно по его причине, по причине его появления, ваши отношения пошатнулись. Так вот, чтобы в вашей жизни такого не происходило, лучше бы, конечно, заранее, еще во время беременности, думать о том, что будет после. Как изменится и ваша, и его жизнь. Как сделать так, чтобы вы не пахали, как лошадь. Потому что после родов вам еще восстановиться надо будет. У вас куча дополнительных обязанностей по уходу за ребенком появляется. Но если вы оставите на себе все то, что было до вас до этого, вы загнетесь. И если вы это будете во время беременности постепенно объяснять своему мужчине, включать его в эти моменты, то тогда не будет. Я разрываюсь с ребенком, а он играет в компьютер. Я разрываюсь с ребенком, а он с друзьями пошел на пиво. Я забыла, когда я одна выходила куда-то или когда я высыпалась, а он уехал к родителям на выходные и бросил меня даже без еды. Я привожу вам такие самые крайние случаи, с которыми мне приходится иногда работать на консультациях. Но для того, чтобы в вашей жизни все было хорошо, готовьтесь к этому заранее. И даже если вдруг вы провтыкали этот момент, у вас уже появился ребенок, начали портиться отношения, спокойно садитесь и говорите мужчине, что вы делаете, чтобы он понимал тот объем работы
и вашего участия в уходе за ребенком. А иногда имеет смысл, может быть, оставить его на полдня. Оставить ему кормежку, оставить ребенка и уйти. Да, конечно, вы будете переживать, потому что лучше вас никто не будет ухаживать за вашим ребенком. Дайте ему почувствовать себя в вашей шкуре. Потом придете, фатального ничего не случится. Или попросите кого-то присмотреть. Но тогда вы сможете отдохнуть, и вы сможете переключиться и увидеть хотя бы мир, не забегавшееся и уставшее, а просто увидеть, что приходит весна, поют птички, что есть жизнь, кроме того, что вы родили ребенка, и теперь вы стали рабом этого маленького человечка. Чтобы вы наконец-то почувствовали себя женщиной. Помните это, и тогда ваши отношения с мужчиной будут налаживаться, потому что он будет чувствовать себя важным и полезным, плюс у него появится интерес к развитию ребенка. Фиксируйте это. Тоже моменты. Посмотри, он научился делать это. Посмотри, а ты его научил делать вот это. И тогда, когда мужчина будет чувствовать себя включенным в ваши отношения, он будет третий. Не третий лишний, а третий в вашей семье. Вернее, самый главный, а ребенок уже будет третьим, присоединившийся к вашей паре. Тогда вы будете себя чувствовать счастливее. С вами была Алла Касаткина. Счастья вашим семьям. Выстраивайте отношения со своими мужчинами и воспитывайте детей в любви и согласии. Всем пока-пока. Лайки и подписка.